Друзья, приветствую, это обзор новостей. Давайте посмотрим, какие есть важные новости, как это повлияет на рынок, на расстановку сил и на то, что может вообще произойти. Так, друзья, во-первых, ситуация по поводу коронавируса. Растет общемировое количество случаев, то есть вторая волна. Ну или кто-то говорит, что это первая волна, не вторая, ради бога. Но смысл в том, что никакого спада нету, как видите, то есть общее мировое количество заболеваний продолжает расти. В Соединенных Штатах вообще, то есть здесь просто колоссальный рост, который наверняка связан с теми беспорядками, которые были. Социальное расстояние нарушалось, и поэтому люди перезаражались. В Бразилии вроде бы ситуация пошла на спад, но появился новый лидер Индия. Индия тут вообще, я честно вам скажу, удивлен, почему она до сих пор на радары не попадала, потому что с учетом количества населения, плотности, загрязненности водоемов, отсутствия там социальной дистанции так называемой. То есть эта страна, она по идее должна быть одна из первой под ударом вот этого ковида. Но в силу какого-то чуда этого не происходило, но сейчас как бы природа берет свое. Так, Россия сместилась в этом перечне так называемых лидеров по ковиду. Здесь есть два момента. С одной стороны, как бы действительно у нас по статистике вот все эти вирусные заболевания, которые простудные, они чаще всего возникают осенью и весной. Пик. Летом у нас всегда спад. А это все равно, как ни крути, это острое респираторное заболевание. И поэтому у нас, собственно говоря, летом, даже исходя из формального подхода по статистике, у нас вполне как бы мог быть такой провал и отсутствие роста. Но какой здесь есть неприятный момент? Осенью, со второй половины сентября, у нас, как правило, наблюдается рост всех этих заболеваний, там эпидемии гриппа, ОРЗ и так далее. И поэтому как бы с 20 сентября не закрыли на новый так называемый карантин. Такой риск имеет место быть. Вот. Но здесь как бы в силу, во-первых, цикличности этих процессов в нашей стране из года в год, это раз. Во-вторых, осенью как бы экономическая ситуация может еще обостриться, и здесь, собственно говоря, вот все эти факторы и риски, они раскроются. Поэтому помним про конец сентября. Так, вот еще такой момент, уже отходя от ковида, Джим Крамер, это ведущий CNBC, «Безумные деньги», такой очень эмоциональный товарищ. По его мнению, сейчас вот на этой неделе произойдет добивающий рост по S&P. А 28 июля, когда истекают все стимулы и, собственно говоря, вот та помощь, которая предоставляется в рамках ковида, она себя исчерпывает. И, соответственно, вот по его мнению, 28 июля будет провал и обвал рынков. Но сейчас действительно ведутся соответствующие переговоры между Трампом и Сенатом. Так, сегодня Трамп будет вести переговоры с Конгрессом по поводу выделения нового пакета помощи. При этом, соответственно, там есть ряд проблем, которые вытекают. В частности, помимо риска, связанного с того, что будут несогласованные новые меры поддержки населения, бизнеса, или они будут урезаны, еще есть очередной риск. Трампа обвиняют в том, что он, скажем так, сократил сбор статистики для SDC, это американское агентство типа там Минздрава, которое статистику собирает. Вот, соответственно, больницы предоставляют по сокращенной форме информацию туда относительно заболевших ковида, количество пациентов, состояние и лечение. И за счет этого не формируется надлежащим образом статистика, нет четкого понимания, то есть какие действия надо в перспективе предпринимать. Вот, соответственно, Трампа обвиняют в том, что он новым способом поставил страну под удар. Так, на прошлой неделе был скандал, связанный с тем, что якобы российские хакеры взломали базы данных в Англии и в США для того, чтобы найти, что там происходит с поиском вакцины от коронавируса. Вот, в то же время вот есть статья на Bloomberg опубликована, смысл такой, что в России уже готова вакцина, об этом, собственно говоря, и ранее новости публиковались. Так называемая векторная вакцина, которая получена из определенной вакцины,
который уже ранее существовал, там произвели векторную модификацию, добавили фрагмент, который цепляет вирус ковида за вот эту самую коронку, которая у него есть, и таким образом его должен блокировать и не допускать заражения. В России вроде бы проводились испытания там на военнослужащих и так далее, но опять же, то есть это информация из источников, которые не могут быть признаны достоверными. Вот, но тем не менее, понимая, что у нас все эти процессы, они так сильно не зарегулированы, не зарегламентированы, как на Западе, вполне может быть, что действительно ее проще изготовить, и ее уже начали использовать. Вот Bloomberg публикует, что якобы вся российская элита, она уже привита вакциной от коронавируса. Но смотрите, на самом деле я вот весьма скептически отношусь к тому, что там какую-то вакцину сейчас разработали, ее там сделают, тестируют и так далее. Но вакцины не делаются так. Это вопрос лет, а то и десятилетий. Либо она была готова уже, там, я не знаю, на западных странах или еще где-то. То есть уже как бы была готовая вакцина, решение этого вопроса. Может быть даже у нас, я не знаю. Вот. Или же все эти вакцины это так, это как изотонический раствор в нос закапать, и если человек сильно верит, то все пройдет. Вот. Поэтому мне кажется, что если вдруг появится вакцина, которая реально будет излечивать людей от этой напасти коронавируса, то эта вакцина, она уже была ранее разработана. Ее просто придерживали до определенного момента. Но это опять же, это мое субъективное мнение, я могу ошибаться. Я здесь рассуждаю с позиции того, что сколько времени нужно для разработки и тестирования вакцин, это раз. И то, что вот все эти самые ковидные дела, коронавирусные, ну, в виде других каких-то, скажем так, типов этого заболевания, они известны достаточно давно. И вполне как бы какие-то наработки и вакцины против них уже могли существовать. Просто поскольку они к себе внимание особо не привлекали, этот вопрос никогда не поднимался. Ну и, кстати, вот на фоне и известия разработки вакцины, взлет акций компании Moderna произошел на прошлой неделе. И здесь как бы если смотреть на график, судя по динамике того, как здесь все эти процессы протекали, ее на этой неделе могут вполне продолжить запускать в космос. Но здесь как бы сами понимаете, если нет ретроспективных данных, то достаточно сложно анализ проводить. Вот. Но тем не менее, то есть здесь вот напрашивается такой вывод, что поскольку разворотной формации нет, а при росте происходит только продолжение роста объема, то вполне может быть, что ну, до 110, до 120 ее на этой неделе, как мне видится, могут разогнать. В понедельник, конечно, может быть откат, но потом, скорее всего, пойдет возврат к этой теме, ее продолжат гнать в космос. Первая цель 120, и потом, я думаю, 170, исходя из финансовых показателей, могут по ней сделать. В каком случае это не пойдет? Это не пойдет в том случае, если вот этот гэпчик закроют, на 75 вернутся, начнут здесь торговаться или пойдут здесь большие объемы. Вот если это произойдет, то, скорее всего, ее карта бита и она повалится. Вот. Но судя по многим показателям, которые я здесь вижу на графике, то есть ее все-таки, наверное, будут отращивать, и она полетит в космос. Но опять же, то есть в понедельник может быть откат, может и не быть. Судя по объемам, здесь разворотных формаций нет, могут потащить выше и выше. Так, ну еще вот одногруппник, немножко с другим уклоном, который касается химического лечения. Компания Gilead. Вот здесь ситуация очень такая интересная. Потому что, видите, подошли к сопротивлению, которое никак не могли пробить. Вот если мы на этой неделе пробьем диапазон, вот этот диапазончик, то у нас по акциям этой компании в легкую она сходит в район 85, может быть даже выше. То есть вот эта формация, она говорит о том, что здесь происходит накопление, и в силу появления какой-то новости или может быть какого-то события, отсюда вполне может произойти выстрел, движение наверх. Вот. Поэтому вот эту компанию, если вы интересуетесь этой тематикой и зарабатываете деньги на акциях фармацевтических компаний коронавирусных, вот, она вполне как бы может на этой неделе выстрелить. И здесь ситуация, она более или менее рациональная. В отличие от той же Модерны, где ну как бы ракета в космос улетела, но пока непонятно. То есть то ли она будет сейчас откатываться, корректироваться,
то ли она рост продолжит. Судя по объемам, Модерна, конечно, рост продолжит, но здесь прям явно формация, указывающая, что если будет пробой, то ее сразу уведут в район 85. Ну и следующий гигант мысли по борьбе с коронавирусом — это AstraZeneca. Здесь как бы тоже, видите, на прошлой неделе произошел пробой и, собственно говоря, акции компании улетели в космос. Судя по объемам и по ситуации, которая здесь происходит, опять же, ее могут тащить вверх сколько угодно. Пока никаких разворотных формаций, по крайней мере, на крупных таймфреймах не наблюдается. То есть может быть какой-то корректирующий откат, там, например, на 58-57, и потом ее запустят заново. Ну и неделька здесь у нее, видите, какая космическая. То есть ее, по сути, вот отсюда запустили. Здесь какой может быть порог для, критерий того, что она остановится и будет откатываться. Это пробой 57-56. Вот 57-56, если пробитие будет, и она здесь начнет закрепляться, то, скорее всего, рост не пойдет, и она как бы обломится и уйдет вот сюда сначала в этот диапазон. Но пока она как бы заряжена на рост, сейчас тема с коронавирусом на фоне роста заболеваемости будет продолжать муссироваться. И вполне как бы возможно, что вот AstraZeneca, Moderna и в том числе Gilead. Но у Gilead там, правда, ситуация, она немножко такая более интеллектуальная. То есть он вот-вот должен выстрелить и понестись в космос. Вот. Но у него, конечно, нет такого ажиотажа, потому что все-таки у него там, по-моему, с вакцинами у них ничего не получилось. У них только вот этот ремдисивир, который они тянут, и который одобрили, но, правда, только для тяжелобольных. Но, тем не менее, то есть на фоне вот этой психологической реакции на разработку антивирусных средств могут вытянуть и Gilead. Вот. Поэтому вот эти три компании, они могут на этой неделе быть очень даже интересны в плане роста. Вот. Но здесь надо помнить о том, что стопы обязательно ставятся. И после такого роста, по крайней мере в понедельник, может случиться и откат. Уровни по откату я свои озвучил и по AstraZeneca, и по Модерне. Так, ну вот еще Pfizer, там они тоже что-то насчет вакцины грозились. Но здесь, я думаю, она не столь интересна, как вот те две компании. Хотя, опять же, вот она сейчас подходит к определенному уровню. Если этот уровень 36,5 она пробивает на растущем объеме, то она пойдет вот сюда вот на 38. 38 и далее у нее цель движения это 41. Вот. Но здесь, мне кажется, возможностей для роста гораздо меньше, чем у того же Gilead, Moderna или AstraZeneca. Вот. Но с другой стороны, Pfizer это такая более известная, более крупная компания. Насчет капитализации не могу сказать, больше или меньше она, чем у Gilead. Я думаю, что, скорее всего, наверное, больше. Вот, но здесь возможностей для роста, конечно, меньше. Вот, но, тем не менее, судя по тому, как ее отдельные ресурсы продвигали, то, мне кажется, там просто определенная игра, которая запланирована, но пока еще не реализована. Так, но отходя от коронавирусной темы, Минфин не будет наращивать объем госдолга выше 20% от ВВП. Но сейчас говорят, что не будут, дальше, скорее всего, будут вынуждены наращивать. Вот. А на самом деле вот прирост госдолга это дополнительное давление на рубль может создать. Сейчас вот пошла еще такая вещь, анонс перевод автомобиля с бензина на газ с понедельника, то есть сегодня обойдется 90% дешевле. То есть запускают некую программу, которая компенсировать затраты на этот перевод. Но на самом деле, я думаю, здесь вполне понятная цель. То есть это расширить рынок Газпрому внутри страны, потому что спрос на газ падает. Но я думаю, здесь, в общем-то, следующий момент будет. Вот дизельное топливо когда-то оно стоило значительно дешевле бензина. Как только все пересели на дизель, дизель сразу вырос. Здесь, я думаю, будет такая же ситуация. Как только начнется массовый переход на газ, сразу скаканут цены на сам газ. Даже если во всем мире они будут падать, но надо как-то деньги монополистам зарабатывать. И поэтому, вот, мне кажется, это не та игра, в которую стоит играть. Вот. Потому что я вот знаю массу людей, у кого даже очень, скажем так, солидные, мощные джипы, типа Nissan Patrol. Они любят переходить на газовое оборудование, но с моей точки зрения это уже нерационально. Если такой шаг делать,
то это надо было делать его лет 5, 7, 10 назад. Сейчас, я думаю, уже будет расти цена на газ, и она, по крайней мере, в нашей стране всю вот эту выгоду перехода она съест. Так, ну вот здесь у нас диссонанс выходит. Трамп прогнозирует бум на бирже к выборам в США 3 ноября, а Джим Крамер прогнозирует, что 28 июля американские индексы рухнут. Кому верить, Трампу или Джиму Крамеру? Но мне что-то кажется, я вот был уверен в том, что Трамп победит на этих выборах. В последнее время у меня масса сомнений на этот счет. Потому как, во-первых, с Трампом разыграли так называемую расовую вот эту карту с убийством чернокожего мужчины, там когда возникли волнения, это как раз тема демократов. Потом по поводу коронавируса он делает шаги, которые, ну, нельзя сказать, что они правильные или успешные. Тоже там облегчение сбора статистики по больницам, оно чревато, в общем-то, новым витком и новым взрывом, потому что теряется управляемость системы, непонятно, что и где и как происходит. Ну и следующий момент. Проблема Трампа, я так думаю, заключена в том, что у него позиция изоляционистская. То есть считается, что вот там Америка замкнется на себе, не будет взаимодействовать с миром, турум-бурум, и поэтому за счет этого мы вырулим, разовьем Америку. Но вообще-то мир глобализовался, и те люди, которые всерьез полагают, что можно за счет политики изоляционизма и там развития производства всего и вся внутри страны и развития спроса, за счет этого стать гигантом, они глубоко ошибаются. То есть мир уже настолько глобализован, что все эти потуги изолироваться от внешнего мира, они приведут к тому, что страна, которая это делает, она окажется аутсайдером. А поскольку политика Трампа, она именно рассчитана на этом, там вновь сделаем Америку великой за счет того, что заводы переведем в Америку, но это просто глупость с моей точки зрения. Потому что как раз, скажем так, 8-й этап развития постиндустриальный, он подразумевает, что ты экспортируешь технологии, а заводы у тебя их быть не должно. Если ты к себе назад тянешь заводы, которые все должны производить, значит что-то где-то у тебя пошло не так. И поэтому с этой точки зрения я думаю, что либо Трампа не изберут все-таки, вот судя по тем трендам, которые сейчас возникли. Я вот в июне, в мае я писал и говорил, я был убежден, что все-таки Трампа изберут. Сейчас я проанализировал вновь возникшие обстоятельства и изменения траектории движения, и я прихожу к выводу, что либо Трампа не изберут, победит Байден, но может быть даже не Байден, может быть они более молодого преемника найдут перед самими выборами, или вице-президента какого-то поставят. Все-таки Байден, он уже в годах, Трамп тоже в годах, но Трамп, посмотрите, живчик, а Байден, он, по-моему, все-таки ему уже надо больше отдыхать. Но это, опять же, моя субъективная точка зрения. Вот. И поэтому либо победит Байден, либо будет импичмент Трампу. Потом, позже. Вспоминая времена Великой депрессии, как все это было, там тоже республиканцы довели страну. И тоже, ну там немножко по-другому все это было. Там была за счет пошлин самоизоляция, так называемая. Там, конечно, не звучало Make America Great Again, такого лозунга. Но там денег меньше печаталось, не в таком объеме, как сейчас. Но в конечном счете вот со всеми этими процессами победили демократы, и демократы взяли вверх. Здесь как бы с учетом динамики развития ситуации, я думаю, все к этому постепенно будет вести. Либо к тому, что победят демократы, либо к импичменту Трампа, которого переизбрали. Так, друзья, вот еще интересная такая новость. Рейтинг России сохранили. Чем это примечательно? Ну, как бы страна сырьевая, она поэтому от этого кризиса пострадала больше всех развитых экономик вместе взятых, чтобы там не говорили, не считал Госкомстат. На фоне заявления BlackRock о том, что они вывели или выводят средства с китайского рынка, плюс подобная переоценка рейтинга, она может говорить о том, что, в общем-то, могут и ралли на нашем рынке устроить. Я пока слабо понимаю, какие для этого есть фундаментальные основания, но раз такая игра капитала идет, то она вполне как бы может привести к тому, что под американские выборы наш рынок могут и надуть, ну или по крайней мере к сентябрю. Я в это пока особо не верю, вот, но тем не менее такие факты имеют место быть.
Так, ну вот ЕС восстал против США, не хотят они следовать в русле США и быть их вассалами. Ну тут ситуация, она вполне как бы прогнозируема уже давно. Но вот тоже интересное такое событие. Руководство центральных банков обсудило отток капитала с развивающихся рынков. А председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила Турум-Бурум инструментарий по сглаживанию негативных эффектов, в частности, меры макропруденциальной политики. Но я думаю, здесь все гораздо проще. Надо создать такие условия, когда будет выгодно и вообще можно будет существовать малому и среднему бизнесу. И тогда вот всякими такими терминами, которые на грани, скажем так, темных и белых сил, не надо будет оперировать. Ну, кстати, да, вот ЦБ связал резкий рост просрочки в корпоративном портфеле с доковидными проблемами. Действительно, как бы проблемы в банковском секторе, они уже давно развивались. И на самом деле вот они пошли с декабря 2014 года, когда был девальвационный шок. Потому что тогда как бы многие банки, они были очень сильно завязаны на валютных обязательствах. И вплоть до текущего момента не все успешно решили эту проблему. Помимо всего прочего, упала платежеспособность и потребность в кредитах у бизнеса и населения. Да, там были пики, были там различные колебания, но в целом пошел спад и ухудшение общей картины, если как бы долгосрочный тренд провести. Вот. И, соответственно, то есть сейчас банковский сектор будет под большим давлением. Я думаю, что все российские банки, ну кроме вот этих крупных всяких с госучастием, они так или иначе будут постепенно выходить из игры. Ну, потому что, во-первых, фундаментально на то есть основание ухудшения макроэкономической ситуации, и потом различными методами регулирования всегда можно банки дожимать. Ну да, вот реальные доходы россиян во втором квартале максимально падение 1999 года. Ну и тут вполне как бы все это дело обосновано, потому как цена на нефть и газ упала, и упало количество производимого газа и нефти, и поэтому, наверное, как бы вот эта цифра, которую они рисуют, она еще по-божески. Я думаю, что если посчитать, там гораздо больше. Так, ну и вот заявление BlackRock о том, что они выводят или вывели уже рынки с китайского фондового рынка. Здесь в чем примечательность? BlackRock крупнейший фонд, у него там, по-моему, порядка 7 триллионов долларов в управлении находится. Соответственно, то есть если они с китайского рынка вышли или выходят, то это приведет к корректировке китайского рынка, и в ближайшее время он посыпется. Так, ну и вот буксуют переговоры Европейского Союза в части предоставления мер. Кто-то хочет в виде гранта выделить, кто-то в виде суд. И поэтому не могут прийти к единому мнению. И за счет этого, собственно говоря, думаю, идет рост индекса волатильности. И рынки, скорее всего, сегодня будут корректироваться. Ну, по Китаю там было сильное падение. Сегодня технический отскок происходит. Так, ну вот еще что примечательно по поводу безработицы. Прогноз Евростата. Вот исходя из этих кривых следует, что пик кризиса все-таки ожидается на четвертый квартал 2020 года и, возможно, первый квартал 2021 года. Это к вопросу о том, как экономика будет восстанавливаться. То есть Евростат закладывает, что самые лихие времена – это последний квартал 2020 года. Все, друзья, спасибо за внимание. До свидания.